Здорово, ребята! Ща! Всем привет, меня зовут Влад А4, Серега! Где-то здесь должен быть Кобяков. Короче, мы сегодня решили снять настоящий зимний ролик про выживание. Получается, сегодня 24 часа в палатке челлендж, AK 24 часа на зимней рыбалке, AK 24 часа морозим себя. Короче, сегодня будет зимний бомбезный ролик. Мы вот, посмотрите, знатно подготовились, взяли вообще все, что можно было. У нас что в рюкзаках полно? Палатка, угли. Серега взял сноуборд, кастрюлю, а еще у нас очень много всякой еды, напитков. Еды, напитков? Ну пакет синий у тебя был. Был? Ты что, забыл его в маршрутке? Блин, походу будем жестко выживать. Нормально, первое приключение уже началось. Выживем как-нибудь. Но знаете, ребята, самое что главное, Кобяков бросил нам вызов и сказал, что один справится с этим челленджем лучше, чем мы. Это что? Как Кобяков может выиграть вообще нас в каком-либо челлендже? Он же лапать. Короче, сегодня будет еще и соревнование. Ну что, готов идти? Да. О, это Кобяков, походу. О, это что у него? Ты что наделал, Кобяков? Я тут немножко подготовился, вот жду вас уже тут 2 часа. Ты как это сделал? Ну смотрите, вы мне кинули вызов о том, что сможете лучше, чем я, выживать. А я мастер по выживанию. Вот я и подготовился. Итак, красненько пробежимся, потому что у меня есть. У меня есть спальник, матрас, всякие обогреватели, все для палатки, мольберт. Ну, я подумал, мало ли порисовать захочу. 3 hours later. Рыболовные снасти. Здесь у меня всякие столы, котелки, барабан. Серега. Положите на место. У меня подсчет 4 штуки. Дальше у меня все для кухни, дровишки. А еще у меня есть такой сюрприз, что вы просто обалдеете. Так что смотрите ролик до конца. Чуть не забыл. Снегоступы. Ну все, пора уже разделяться. Сегодня мы с Кобяковым будем выживать раздельно. Вы с ним, а мы с отдельной камерой. Привет, ребята! Ну что, лайф-ролик. Сразу хочу извиниться. Здесь может произойти что угодно. Так, Серега, нам нужно найти место, где мы будем строить свой лагерь. Есть 2 варианта. Строить его на льду или на берегу. Плюсы того, что на льду мы сможем прямо рыбачить из палатки. Мне кажется, это было бы круто. Согласен, идея бомба. Кстати, по технике безопасности мы попросили проверить это место. И здесь глубина просто ростом со мной. Лед очень большой, так что не переживайте. Предлагаю пока оставить здесь вещи и поискать местечко себе. Слушай, Сергей, посмотри вот там, вон, под деревом. Тебе не кажется прикольное вон местечко? Где палки? Да. Можно проверить. Ну-ка, на экспедицию. Погнали! Короче, эти 2 дерева можно использовать как вешалка, турник, вешать что-то там. Во. Вроде крепко. Короче, считаю, что нужно тащить сюда свои вещи, делать замер глубины. И если глубина нормальная, то будем строить шалаш здесь. Решение согласовываю. А это что такое? Походу, Кобяков решил рядом поселиться. Реально копает место для палатки. Ну, в принципе, мне пофигу, не жалко. У меня уже 4 пачки доширака есть. Можно будет стащить, когда он уснет. Давай. Все, поперли за шмотками. Так, слушай, Серега, есть одна проблемка с холодом. Очень холодно. Нужно как-то придумать, как там согреться. Ну, я знаю один способ, как согреться внутри. Ну, чтобы тебе вообще тепло стало. Это когда много лайков под роликов, аж сердце греет. Ты про это. Ну да, ребят, это клевый прием. Просто лайков под видос насыпайте, и нам будет хорошо, тепло и классное настроение на протяжении всего ролика будет обеспечено. Но вообще, чтобы согреться, я слышал один лайфхак. Нужно нагреть камень на костре, засунуть его в свою палатку, и типа должно стать тепло. Как думаешь, прокатит? Ну, не знаю, день длинный, проверим. Ну, погнали собираться. Я уже выбрал себе место для палатки. Это вот такая вот поляна. Здесь притоптанный снег. Удобно спускаться к озеру, чтобы ловить рыбу. И самое главное, первое, что я сделал на этой поляне, это туалет. Ну а что, даже в квартире, когда ремонт делают, туалет делают первым. Ну, мало ли приспичит. А тут бац. А потом закопал. Сейчас приступаю к расставлению палатки. Ну а там дальше все увидите. Для сегодняшнего своего выживания я выбрал специальную палатку. Она предназначена для рыбалки, поэтому она трехслойная. В ней и так будет тепло, но еще в ней будет печка. Да, представляете, настоящая печка с дровами, которая будет обогревать мою палатку. По-моему, это классно. Так, главное разобраться.
По идее, в этой палатке все должно быть просто, потому что обычно ее устанавливают на льду, а там времени думать, знаете, нету. Пошла. Так, опа. Фу, готово. Вот видите, как быстро я ее установил? Все потому, что у меня все продумано. Так, не понял, а как отсюда выйти? А, вот, нашел. Ну что, палатка стоит, теперь приступаю к обустраиванию интерьера. Итак, нужно сделать дырку, чтобы проверить глубину. Погнали бурить. Как это выглядит? Ого, короче, эти спиральки поднимают снег, лед наверх. Так, что там вообще по глубине? Я вообще ничего не прокопал, посмотрите. Просто идеально ровно. Сейчас, посмотри, может, надо пробить? Давай. Слушай, у меня есть подозрение, что этот бур не для этих целей. Ну, я не знаю, он типа огородный какой-нибудь. Скорость включила максимум. Может быть, попробуем воспользоваться помощью профессионала? Кобякова, что ли? Ну да, соседа нашего. Слушай, ну мы даже еще выживать не начали, а уже просим помощи. Но это он как-то, он нас начнет не уважать. Тоже верно. Короче, нет, Серега, никакой помощи мы у него просить не будем. Выживем сами. Короче, я минут 20 ковыряю. Но посмотрите, это место на 100% безопасно. Вот, доказательство. Вот такая глубина. И воды еще не достать. Я очень замерз, поэтому предлагаю начать заниматься палаткой. Ты видел вообще, Кобяков, он палатку открыл уже. Пипец. Я думаю, у нас тоже получится быстро. Ну-ка. Кстати, когда покупал палатку, не смотрел размер ее. Поэтому может быть сюрприз. И там будет она одноместная. Ну слушай, для кого сюрприз, а для кого нет? Намек понятен. Ну что, добро пожаловать в мое жилище. Вот так вот все это выглядит. Здесь у меня печка. Сейчас ее распалю, и здесь станет гораздо теплее. Вы прикиньте, вы вообще когда-нибудь такое видели? Палатка с печкой, и здесь реально будет тепло. Так, подготовим щепочки. Добавляем жидкость для розжига и поджигаем. Пока печка разжигается, расскажу вам, что у меня здесь внутри. Здесь у меня техническая зона, зона кухни. Здесь можно готовить, смотрите, вот так вот открываем. Вот, там огонек. Сюда можно поставить кастрюлю и сварить, к примеру, суп. Здесь у меня столик со всякими мелочами, вот, к примеру, бутылка для воды, камера для подводной рыбалки, удочка и все снасти, которые необходимы для зимней рыбалки. Посмотрите, какая профессиональная удочка. Закидываешь и сидишь, ждешь. Позже на нее приделаю катушку и лес. Также здесь я взял немного продуктов и холодильник, там продуктов побольше. Конечно же, у меня есть принадлежности для здоровых зубов. Зубы важно чистить везде. Ну и какое выживание без аптечки? Поэтому у меня там целый набор. А вот и размер палатки. Посмотри, один чел. Кто будет сидеть? Реально одноместная? Во, прикол. Серега купил одноместную палатку. Пишите в комментариях, как думаете, он сделал это специально или случайно? У Кобякова быстро палатка раскрылась. Как-то ее кинул, и она раскрылась. Может, моя также? Ну, почти. Все, давай, выключай камеру, помогай. Так, сейчас. Ладно, ребят, сейчас мы все соберем и вернемся. Вуаля! Так, ну вроде стоит. Давай вещи раскладывать. Уголек. Ну его куда-нибудь просто внутрь пока. Это что такое ты взял? Лодка надувная. Матрас, чтоб на льду не сидеть. А насос взял? Да, он у меня в портфеле. Так, опа. Одеяло. Опа, ледянки. Там надо только горку найти. Вон там есть небольшая. Реально? Так, попробуй доехать до палатки. Слушайте, мне кажется, с такой скоростью я могу доехать до того берега. Мне понравилось. Термокружка. Она саморазмешивающаяся, посмотрите. Забавно. Да, я набрал очень много интересных вещей, чтобы подписчикам было интересно. Увидел такую штуку в магазине. Плов с говядиной, хотя по составу как будто порошок какой-то. Удочка для зимней рыбалки. Фонарь на ночь нам. Тарелки, спички. Какой-то утеплитель для одежды. Ну и ложка, вилка, ножик. Повезло, что по идее я тоже кое-что захватил. Докторская колбаса, хлеб. Бутеры просто полным ходом попрут. Но это на всякий случай, если рыбу не поймаем. Так-то мы собираемся приготовить рыбу сегодня. Угадай, какой у меня чай? Зеленый. Нет. Черный? Нет. Индийский. Да! Индийский насыщенный чай с бутерами, братан. Вот с таким количеством я реально могу, ну, дня 3 прожить. Масло. Еще я взял камней. Ну, погреть их. И зубная щетка. Воды у нас нету. Ну, ничего, вы посмотрите, где мы находимся. Тут вокруг одна вода. Подкормка для рыб. Все, спички. Так, что у тебя? У меня, во-первых, бильярдный стол. Вдруг скучно будет. Естественно, спальный мешок. Это, короче, кастрюля, сковородка, тарелка, все в одном. А вот для розжига жидкость. Еще одна детская удочка. Как она может выдержать карпа, например? А это ты зачем взял? Ну, это чтобы лежать на снегу. Короче, это какой-то сноуборд. Что, мангал взял? Походу, да. Где мясо взять? Как замариновать? Рыба. Рыба на углях? Да. Ладненько, поставил. Слушай, надо прибраться, мне как-то некомфортно, у нас какой-то бардак в доме. Оп, мой спальный мешок.
Надо вот эту штуку установить. А инструкция есть? Инструкция она здесь, в сердце. Будем вот этот вот чан подвешивать на этой конструкции. Окей. Выглядит безопасно. Предлагаю еще мангал собрать. О май гад. Да, мангал я взял не новый, он уже пожил. Днище. Русский конструктор. Что-что, а у Кобякова мангала точно нет. Кажется, у него все есть. Что-то он как-то долго обзор делает своей комнаты. Здесь у меня есть удобная кровать, матрас. Позже разложу спальник, чтобы поваляться. Еще я взял всякую мелочь. Здесь вот носки с подогревом. На батарейках фонарь, если придется искать пацанов ночью. Газовый баллон, веревка, термос, чтобы на рыбалочку чая заварить, сковородка. Я прихватил с собой ветроуказатель. Мало ли мне понадобится направление ветра. Градусник, проверим, 0 градусов. У меня есть походный нож. Посмотрите, как он прикольно выглядит. Похоже на какое-то японское оружие. Погнали за бревнами. Бревнами для костра? Можно спросить у Кобякова или пойти рубить дрова. Да я не буду ничего у него спрашивать. Что ты пристал? Топора нету. Тогда пойдем ломать дрова. Так вот иди, у нас есть угли. Это же отличная замена дров. Хотя угли не будут гореть. Да. А дрова, они сырые. Тут надо полить или вещи, шапку, портфели. Ну а что, задача выжить 24 часа. Никто не говорил, что сохранить вещи или что-то еще. Выжить. Че, у Кобякова хата горит? Кобяков, у тебя все хорошо. Все отлично! У тебя хата горит. Да не, это у меня печка. Печь в палатке? Слушай, ну он нас уделывает пока. Слушай, где взять дрова? Может быть, верхушки деревьев суховатые. Как туда залезть? Ладно, пойдем позырим. Пойдем. Вот это похоже на ветку огромную. Она сухая хоть? Ну, внутри не совсем сухая. Ладно, давай попробуем. Ну, типа, попытка не пытка. У нас, между прочим, столько розжига, что любое дерево высохнет и загорится. Тоже верно. Наломаем дров сейчас. Это мы умеем. Там мы могем. Следующий шаг. Добавить немножечко сена. Подливаем масло в огонь. Как это? О, снизу. Мега спичка. Все, уходи. Это пошло сено гореть. Уф. Так, огонь пошел. Так зачем мы мангал поджигаем, если у нас все нечего готовить? Ну, чтобы огонь был. Будем поддерживать огонь. Огонь — это жизнь. Я думаю, жизнь — это YouTube. Слушай, не понимаю, может подлить чего-то или подсыпать, не знаю. Что-то огонь как будто угасает немножко. Может побольше розжига? Давай, вальни. О, розжиг тема. Чувствую, что сейчас струя пойдет. Так вот, поэтому Да. ничего не случится, потому что я делаю струю не четкую, а прерывистую. Типа капельками так, оп, она прерывается. Понял, понял. А если была прямая струя, то она как фитиль бы сработала, наверное. Давай сюда, ну-ка плесни. А, кстати, давайте проверим. Мне кажется, это какая-то тупая идея. Потух в полете. Нет, ты не бойся, прям подсовывай, поджигаю. Спички детям, кстати, не игрушка, но я уже не дети. Так, вот прям надо жидкость эту. Не, тухнет. Понял. Посмотрите, что у меня есть для рыбалки. Та-дам! Вы, наверное, подумаете, что это просто какой-то двигатель. Но нет, это бензоледоруб, которым я проделаю воронку во льду. В отличие от того бура, который есть у пацанов, этот бур прорубит лед за 10 секунд. Печка уже разогрелась, поэтому нужно идти добывать ужин. Ну что, палатка пускай греется, а я отправляюсь на охоту за рыбами. Тихо, тихо, тихо. Сейчас там устроим реально огонь из преисподней. Слушай, Серег, ну что-то горит на самом деле, посмотри. Типа вся лужа горит. Ребят, горит, лайфхак работает. Здорово, мужики. Опа, идет лесник. Дед, мангал не задень. Ты видел? Он качели с собой принес. А этот, знаешь, электродрель. Можно на живот лечь и раскрутиться. В зимней рыбалке самое главное — грамотно выбрать место. Для этого нужно спокойно осмотреться. И самое главное — располагать лунку нужно так, чтобы направление ветра дуло вам в спину. Для начала нужно расчистить место. Ветер дует туда, значит, буду сидеть спиной туда. Так, расчищаем место. Лунку будем бить здесь. Все, достаточно. Подготовим бур. Ну что, теперь самое главное, то, ради чего я сюда ехал. Будем бурить лунку. Начинаем рубить! Получается!
на самом деле, ребята, здесь пипец какой безопасный лед. Потому что, прикиньте, я уже столько рублю и до сих пор не дошел до воды. Так, есть плохая новость. Костер не горит. Вообще, просто потух и не хочет возвращаться. Надо еще сено. Сено, хорошо, сено у нас еще есть. Не, ну на крайняк есть идея. Я не хочу прибегать, конечно, к таким мерам, но у Кобякова есть дрова. Ну, если что, могу сделать это я. Пару дров стащить. Ну, давай еще одну попыточку, сейчас еще побольше сена накидаем. Ой, я налил очень много розжига. Ну и пошло. Пошло, но тухнет все равно. Типа розжиг горит, а дальше не хочет. А, надо же... Тушишь. Так, короче, ребята, ситуация по костру весьма печальная. Не горит. Отправляем Серегу на спецзадание. Давай, удачи. Так, все, я побежал. Кобяков пока ушел рыбачить, а его палатка пустая. Так, начинаю ограбление. Ё-моё! Здесь столько всего. Так, бревна. 3 бревна с собой взял. Операция готова. Шансов поймать рыбу 0, он ее всю распугал. Горит. Нам нужны угли, чтобы потом угли перенести в другое место. Сыпать? Ну подсыпь. Ну лучше, может, этих дров уже. Дров. Давай дров. Только поставь их этих треугольником. Только он потух. Что? Он потух из моих движений. Серега. Так, ладно. На помощь идет розжиг. Он заканчивается, кстати. Или сено, может, больше. Я думал, это будет попроще. Все, вода. 20 минут времени ушло, чтобы электрическим буром прорубить воронку. Теперь понятно, почему у пацанов не получается сделать воронку. Походу, кто-то сегодня без ужина. Для начала осмотрим дно. Для того, чтобы определить, есть ли здесь рыба, у меня есть вот такая вот камера. Запускаем ее в нашу лунку. О, это дно. Вон, камушки вон лежат. Так, не понял. Дно оказалось очень близко. Это что? Получается, озеро промерзло насквозь? Капец. Получается, надо менять локацию и идти туда, где поглубже. Хорошо, что у меня есть с собой салазки, и я не ношу ничего в руках. Мы пытаемся реанимировать костер. Вроде как бы угли есть, вроде жар идет, но как-то все равно не уверенно. Так, посмотрите, у нас тут перегрузка у мангала. Кажется, что он должен сейчас рухнуть. Но температура там просто огонь. И костер уже без нас горит, смотри. А зачем мы его так долго делали? Чтобы просто поставить цель, галочку. Нам нужно, во-первых, приготовить колбаску, пожарить хлебушек, нагреть воды и погреть камни. 4 цели. Это выполнимо. Огонек горит. Я так рад огню. Серега. Вот здесь. Готовлю воду. О, только рука так устает. Смотри, течет по краям, течет, Серега. Но этого не избежать. Так налей меньше воды. Темнеет, а я переживаю, что у нас еще нету тепла. А теперь мы закрываем крышкой эту кастрюлю, чтобы когда снег таял, влага не уходила наверх, не испарялась, а оставалась в кастрюле. Эта штука полностью заполнена снегом. Интересно, сколько получится из нее воды. Нам очень уже хочется пить. Я уже нашел другое место. По всей видимости, здесь уже какие-то рыбаки сидели. Поэтому прорублю здесь еще одну воронку и попробую половить здесь. Ну я же говорю, проверенное место. Проверяем глубину. Глубина нормальная, ловить можно. Теперь необходимо подготовить подкормку. Итак, делаем промежуточный замер. Аккуратно, потому что крышка горячая. Так, безопасность головы. Оператора не попади. Ребята, посмотрите, это реально может превратиться в кипяток. И у нас реально будет теплый чай. Ребята, огонь творит чудеса. Вы представьте, как удивились первые люди, которые придумали шуруповерт. Раньше рукой надо было крутить, а здесь машина. Реально. Окей, закипятить воду, попить ее, нагреть камни. И что четвертое было? Пожарить хлеб. Во, слушайте, я доволен костром. Просто лайк за этот костер. Ребята, я воевал, я старался очень сильно.
плотно, очень плотно. Смотрите, у нас есть специальный конус. Сюда закидывается подкормка и опускается на дно. Потом мне нужно будет резко дернуть за леску. Этот конус откроется, и рыба начнет есть нашу подкормку. Берем прикормку рыболовную, мешаем со снегом, засыпаем, закрываем. Теперь необходимо продеть леску. Вот, прикормка готова. Опускаем ее в воду. И теперь нам резко нужно дернуть. Блин, ну это явно какая-то рыба откусила, так что скорее надо удочку закидывать. Так. Так. Червь на месте, закидываем. Теперь ждем и периодически потрясываем, чтобы проверять поклевку. Ну, как вы знаете, рыбалка — это дело длительное. Иногда можно часами сидеть и ничего не споймать. Но я надеюсь, что мне сегодня повезет и хотя бы одну рыбку, но я унесу. Серега, 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 вода кипит, посмотри. Блин, крышку потерял. Реально кипит. Посмотрите, нужно теперь действовать очень оперативно. Чашки. Дезинфектор. Серега, так вода же уже кипяченая, нет? Поверим. Я не знаю, можно ли, но снег я в детстве грыз. Можно. Если что, здесь есть рядом уголь. Быстренько закинемся. А не хочешь Кобякову сбегать спросить? Не, ну лучше, конечно, перестраховаться. Пойду спрошу. Только возвращайся быстрее. Окей, сейчас вода убежит. Кобяков, слушай, есть вопрос. Можно ли пить воду кипяченую, точнее снег? Мы снег вскипятили. Ну да, можно, конечно. Этот ответ мне и нужен был. Серега, что ты так долго? Кобяков на центре озера находится. Слушай, я тебя пока ждал, мне пришлось еще закинуть снега, потому что вода начала выпариваться. Вот, так она уже почти закипела. Да, так что, можно или нет? Ну, конечно, нежелательно, но если очень надо выжить, то можно. Слушайте, ну сейчас хорошо прокипятим водичку, хорошечно, чтобы она прям прокипятилась максимально. И, наконец-таки, заварим чайку. Слушайте, ребята, чуть-чуть потемнело и сразу чувствуется холод. Вот, посмотрите, наша вода еще кипит, стало уже холодать, и настало время греть камни. С камнями? Да, костер в палатке жечь не вариант, потому что там нету никакой системы вывода дыма. Поэтому ты понимаешь, что нам всю ночь придется поддерживать костер, греть камни. Придумали вот такую схему. Взяли тарелку, шампуры и продели в эти дырочки с двух сторон. Так, камни, греем камни, это наш обед. Мама, все хорошо, едим камни. О, я вижу уже, кстати, кипяточек подошел. Смотрим. А, да, насчет этой, новая конструкция, плиту мы сделали. Да, вот, посмотрите, шампуры, тоже всему голова. Я думаю, люди так и развивались. Потихонечку, помаленечку. Вон, кипит, хорошенький. 2 стакана. Куда поставить? Поднос. Ха, неплохо. Реально, я себя чувствую пещерным человеком. Знаешь, мы такие, технологии, вот что мы придумали. А потом приходит какой-нибудь гений такой. А как насчет электролобзика? Так, Серега, заварку. Слушай, ну на самом деле, в теории мы бы могли даже и суп сварить. Ну да, из колбасы и хлеба. А что, получился бы колбасный бульон, прикуску с хлебом. Так, кипяточек. Так. Реально заварка пошла, смотрите. Типа, если чай потемнел, значит все получилось. Кстати, давай как в баньке проверим, камни нагрелись. Пшикнул, только это не камни, а походу тарелка. Так, давай это пробовать чай. Ух, салют. Что, старичок, за встречу. За отдых на природе. Я не понял пока что, но он горячий, реально горячий. Он по вкусу как чай обыкновенный, вот реально. Мне кажется, немножко такой с привкусом навоза, нет такого ощущения? Отдает реально коровникам каким-то. Проблема заключается вот в чем. Чай вроде заварили, кипяток был чистый, но отдает навозом. Невкусный. У тебя нормально? Ну распробуй, как дегустатор, как сомелье такой прям. Распробуй. Привкус сена есть. Слушай, может то, что мы сено так кидали в костер? Либо я давно не пил индийский чай, либо он действительно в коровнике делается. Ладно, как итог, получается, мы не попили. Вы представляете? Сколько там человек без воды может жить? Ну, обычные люди дня 4, мы часа 2. Уже жестко темнеет. Давай еще раз проверим камни. Верхний камень еще практически сухой. А видел, как это? Типа, если кипяток вверх подбросить. Что-то слышал про минус 15 градусов или сколько там. Давай попробуем. Ну, что-то было. Не что-то, все получилось. Давай-ка еще раз туда. По-настоящему. Офигеть. Ребята, мы изобрели трюк. Видно было. Было? Да. Блин, ребята, я сижу уже целый час, и за все это время только одна поклевка. Походу, рыба сегодня спит. Я на самом деле уже достаточно сильно проголодался. И не могу ждать, пока там рыба клюнет. Но хорошо, что я с собой взял много еды. И сам поем. Ладно, и пацанов, может, угощу, смотря как попросят. В общем, как говорится, сворачиваю удочки и иду трапезничать. Мы, короче, еще подкинули водички, чтобы сделать трюк с кипятком, только масштабный. Кипит, родная. Серега, снимай, у тебя одна попытка. Погнали. И давай, Серега, еще одна, еще чуть-чуть кипяточка осталось. Не повторяйте, ребята, можно на себя немножко ошпарить. О, это что, получается здесь минус 15?
Катила. Шампуры. Мне нравится, как мы используем всякие предметы по необычному. Так, туда вот побольше угольков. Сейчас самый жар для мяска. Нормально, Серега, можно нести. И раз, два. Мы астралопитеки, отвечаю. Закрывай, закрывай. Так, ну и что? Ну вот смотри, вот на таком расстоянии я чувствую чуть-чуть тепло. Походу этих камней не хватит для этой палатки, но мы можем пожарить колбасу. Слушай, оказывается, выживать не так-то просто. Я думал, что мы запросто даже без палатки типа выживем. Я даже думал, что мы сами чуть что костер сможем развести. Ну типа, знаешь, палками. Слушай, есть идея насчет Кобякова опять. Я не готов сдаваться. Нет, мы будем двигаться до конца. В палатке стало по-настоящему жарко, поэтому я скинул куртку, положил ее сушиться, а сам буду готовить ужин. Для начала надо подкинуть дров. Перед готовкой помоем руки. Выходим к нашему туалету. Его, правда, слегка засыпало, ну ладно, ничего. Так, сначала нужно намочить руки. Теперь мыло. Как моют руки настоящие русские мужики. И теперь смываем. Готово. Теперь можно идти готовить. Ладно, погнали, подкрепимся. Нам нужно немножечко энергии, немного углеводов. Шампур же есть. Так, открыл. Да, шампуром проткнул. Тебе колечками или колечками? Ломтиками. Хорошо, тогда колечками. В слове ломтик есть персонаж из Brawl Stars. Интересно, какой? Лом? Возможно. Кстати, про Brawl Stars. Я знаю, что в Brawl Stars есть один персонаж из России. Если вы знаете, что это за персонаж, напишите в комментариях. Слушай, даже я такой информации не знаю. Сегодня будем готовить пасту. Для этого устанавливаем плиту, ставим сковородку и заливаем в нее немного воды. Ждем, пока вода закипит. Чтобы ускорить процесс и уже скорее поесть, будем использовать лапшу быстрого приготовления. Вкус от этого не изменится. О, такой кусман, конечно, не прожаришь. Я не знаю, Сергей, мне страшно. Кобякова пойдем хавать. Я очень замерз. Серега, я очень мерзну. У меня уже пальцы отмерзли все. Тут очень холодно. Ты же понимаешь, что мы тут не выживем? Ну, ночь 100%. Реально, если мы здесь останемся на ночь, это типа опасно. Но все-таки ладно. Как там костер? Надо поскорее поторопиться. Так, вот прожаренный шампур. Нам хана. Ну вот, это все, что я могу. Так, вода кипит, добавляем макароны. Сейчас сварятся макароны, потом добавим специи. А потом пожарим на сковородке сосиски. Будет вкусно. Интересно, как там дела у пацанов? Чтобы вы понимали, это наш ужин. Ё-моё, как в темно встал на улице. Все, хана. Мне кажется, мы не справились. Какие-то базовые навыки по разжиганию костра у нас есть? Мы изо всех сил старались выжить. Мы даже чай сделали из снега. Это знаешь что? Колбасный бутер. Это Орео. 2 печеньки по бокам и посередине начинка из хлеба. Слушай, а что насчет зверей диких? Ну, дикие пока что только мы. Ой, надо не пережарить. Блин. Даже туда было жарить. Даже хлеб пожарить не можем. Ну слушай, может оно и к лучшему. Типа так вкуснее. Черный хлеб делаем еще чернее. Макароны готовы, я их уже переложил в кастрюлю. Теперь пожарим сосиски. Как вы видите, я подготовился. У меня есть нормальные металлические приборы. Ложка, ножик и вилка. Ну все, колбаску будешь? Давай ты. Не, давай ты. Горяченькая. Ну, неплохо. Да? Держи половину хлеба. Он хрустящий внутри, приятный такой, тепленький. Романтично, конечно, но, Серега, понимаешь, если бы мы были на самом деле в дикой природе, то это были бы последние часов 5 нашей жизни. Так что это, если вы там надумаете что-то там повыживать в лесу, Поищите кого-нибудь других на ютубе. ладно, выживание это еще понятно. Как бы в 2022 году выживание это уже не тренд. Но знаете, ребята, чем я расстроен? Я расстроен тем, что мы не споймали рыбу в этом ролике. В очередной раз. Мне кажется, было уже роликов 6. Мы все пытались ее споймать, но никак не получается. Слушайте, а может быть нам снять отдельный ролик про рыбалку? Вот мы поедем в специальное место на яхте со специальной удочкой. Словим там, не знаю, рыбу-меч, тунца. Ну знаете, типа рыбалка по-серьезному. Ну чтобы 100% что-то было. Как думаете? Ждем ваши комментарии. Вот, ребята, у нас на канале много чего было. Но не было такой простой вещи, как просто словить рыбу. Чем-то вкусным, как будто бы у Кобякова пахнет. Как думаешь, как у него дела? Понятия не имею. Но мне кажется, у него тоже тяжело и вообще не получается выживать. Да, и хлебом я не наелся. Что, Серега, сдаемся? Да, шансов нет. Я бы сдался. Ну тогда идем к Кобякову и просим его приютить нас. Погнали. Эх, ребята, извините, но бюджетный способ выживания не прокатил. У меня уже почти все готово. Я приготовил сосиски, теперь поджарил бекон. Сейчас подогрею макароны и все, буду ужинать.
Сосед! Что? Пусти пожить. Что так сразу? Да он свой человек. Ноги вытираем. Здорово, соседи. Это шо, плов? Не, это макарохи. А там еще бекончик и сосиски. Кобяков, мы тут пришли к тебе надолго. Мы не справились с выживанием. Так, это что значит? Вы что, сдаетесь? Да, хотим нормально почилить на природе с тобой. Эх, ладно, что с вами сделаешь? Садитесь. Я как раз ужин приготовил, а еще и баньку растопил. Чего? Кого растопил? Ну я же говорил про сюрприз в начале ролика. Я заказал баню. Сейчас поужинаем и покажу. Чего Кобяков притащил баню? Я в шоке. Так, бекончик, сосисочки. У тебя прям так по-человечески здесь. А то, я знаете, сколько готовился? Сейчас наложу макароны А с чем макароны? с приправой и овощами. Капец, Кобяк заморочился. Кастрюлька побольше нашей. Приятного аппетита! Приятного. Сосисочка. Бекон просто бомба, хрустящий. Макарошки, кайф. Респект. Реально. Я по-любому ролик выйдет, тебе лайк поставлю. Спасибо. Надеюсь, что зрители тоже. Последнее. Ну что, поели? Да! Держите еще по коле. Ого. Красава! Ну что, мужики, за прекрасный вечер. А теперь в баньку. Погнали! Опа! Вещаю в бане! Кобяков! Ой, Серега, все, не потянул пар! О! Парим от души! Давай, заряжай! Оп! Хорошо! Давай, погнали! Парим от души! Оп! Ребята, жар настоящий! Ох, паримся в лесу! Вот вам подтверждение! Ныряйте! Оп! Кобяков! Обтирается снегом! Давай! Ребята, это был обалденный челлендж! Мы старались! Посмотрите! Баня в лесу, в палатке! Это достойно лайка! Ну что, с вами был я, меня зовут Влада 4. Кобяков! Я тут! Серега! Всем пока!